Слушайте, я вот честные ММО-РПГшные. Уже думал закончить на какое-то время с видосами Patron and Liberty. Кажется, мне люди этого уже наелись, и сейчас либо просто играют в ожидании осад на глобальные версии, либо забили на игру до наступления лучших времен. Например, таких, когда PvP-ориентированная ММО-РПГ станет по-настоящему PvP-ориентированной. Тем не менее, недавно произошедшее так называемое изъятие премиум валюты у игроков глобальной версии TL заставило меня в очередной раз обратить внимание на этот проект. Просто потому что, как мне кажется, тут есть о чем поговорить и в чем разобраться. И чем, собственно, и предлагаю заняться в этом видео. Не забываем подписываться на канал. Напоминаю, это лучшее, что вы можете сделать, чтобы поддержать нас на ютубе. Также довожу до вашего сведения, что наш контент теперь дублируется на отечественных площадках в ВК и на Рутуб. Все ссылки, разумеется, в описании. Ну и традиционно обращаю ваше внимание на мой телеграм. Если хотите быть в курсе самых свежих новостей в жанре ММО-РПГ с моими комментариями, общаться вживую в чатике, получать вовремя все анонсы, милости прошу к нашему шалашу. Меня зовут Мадлер, это портал Гохаруи. Мы начинаем. Итак, для начала обозначим обстоятельства выхода пердаков на орбиту. Недавно компания Amazon, которая, я напомню, к сожалению, занимается изданием глобальной версии MMORPG Throne and Liberty, конкретно взялась за такой аспект игры, как РМТ. Сразу они объявили во всеуслышание крестовый поход против ботоводов, и вот уже совсем недавно провели первый рейд против так называемых РМТшеров. И для начала, наверное, было бы неплохо вообще разобраться с тем, что такое РМТ. Вы не поверите, но мне довольно часто встречаются люди, которые ни сном, ни духом. Что это такое? Итак, РМТ, Real Money Trade, это по сути торговля за реальные деньги в игре, но не предусмотренная самими разработчиками. То бишь это по сути незаконная деятельность. То есть есть какие-то люди, которые обслуживают интересы других людей, они каким-то образом фармят валюту в игре и продают эту валюту, ну, например, дешевле, чем это делает непосредственно разработчик, на всяких интересных сторонних площадках. И сразу нужно сказать, что тема эта довольно скользкая. Можно по-разному относиться к РМТ. Разработчик любой здравомыслящий, он как бы, конечно же, во всеуслышание будет заявлять, что РМТ это плохо, мы будем бороться с РМТ прям всеми возможными способами. С другой стороны, тот же самый здравомыслящий разработчик понимает, что, скорее всего, в его игре не обойдется без РМТ. И он, конечно, попробует всеми возможными способами поприкрывать те или иные лазейки, но в любом случае будет отдавать себе отчет, что некоторое количество РМТшеров будет. Это неизбежное зло. Поэтому за время существования игр, в том числе и MMORPG, знаете, сложились некоторые симбиотические, я бы назвал, не паразитические, а именно симбиотические взаимоотношения между РМТшерами, РМТ и разработчиками. Все прекрасно осведомлены о существовании друг друга и умудряются как-то ни шатка ни валка сосуществовать. Иными словами, разработчики, например, прекрасно осведомлены о том, что топовые гильдии в их игре, а именно руководящий состав этих самых гильдий, зачастую не брезгуют РМТ, и это еще мягко сказано. Тем не менее, они точно так же прекрасно отдают себе отчет в том, что если они объявят крестовый поход против топ-тагов, в конечном итоге эти топ-таги из игры уйдут. А это, в свою очередь, в планы разработчиков вряд ли входит. Ну, потому что такой массовый исход игроков из проекта сильно скажется на, во-первых, показателях онлайна, а во-вторых, и на заработке, потому что, сюрприз-сюрприз, далеко не все игроки из ушедших промышляли РМТ. Некоторые вполне себе добропорядочно заносили в копилку разработчиков. Это максимально поверхностный и приземленный пример, просто который первый пришел в башку, можно больше их накидать, но главное, мы должны понимать, что это уже давным-давно, в общем-то, устоявшийся, как я сказал, симбиотический процесс. Разработчики в курсе того, что существует энное количество РМТшеров, и предпочитают смотреть на это сквозь пальцы, периодически устраивая вот такие вот показательные порки, когда кто-то, ну, скажем так, вот прям вообще охренел. Такие случаи мне лично известны. В любом случае, в таких специфических взаимоотношениях вовсю действует принцип «не пойман, не вор». Господа РМТшеры прекрасно осведомлены о рисках, и когда случается так, что их, что называется, хлопают с поличным, вряд ли у кого-то из них возникает хоть одна претензия к уважаемым разработчикам. Как известно, high risk, high reward. Что же сделал издатель Amazon Games? На первый взгляд, вроде как ничего сверхъестественного. Просто недавно изъяли премиум валюту у РМТ игроков. Да, по версии компании, торговля между игроками за реальные деньги, цитирую, негативно сказывается на экономике и игровом процессе для всех игроков, поскольку способствует активности ботов, поощряет мошеннические операции и ставит под угрозу тяжелую работу игроков, соблюдающих правила. Есть также более расширенная цитата, где Amazon заявляет, что придерживается политики абсолютной нетерпимости к РМТ в своих играх. Мол, если вы будете пойманы за подобными действиями, вы будете наказаны по нарастающей, с учетом тяжести РМТ и количества предыдущих нарушений, вплоть
вплоть до перманентного бана. Вы знаете, и здесь я в некотором роде даже вынужден передать громаднейший, просто огромных размеров привет одной MMORPG под названием New World. Ой, простите, New World Eternum, ошибся. Я напоминаю, ее разработкой занимается непосредственно компания Amazon Games, в отличие от TL, где она выступает в качестве издателя. И уж что-что, а RMT в New World Eternum чувствует себя прекрасно по сей день и чувствовала прекрасно себя там всегда. И вроде как всех все устраивало и устраивает. Вот такая вот политика нулевой терпимости, держу в курсе. Но самый, на мой взгляд, странный или даже стрёмный момент, который связан с изъятием премиум валюты у игроков глобальной версии, завязан на том, что у некоторых игроков баланс их люцент счетов после этого изъятия стал отрицательным, а у совсем некоторых сильно отрицательным. Понимаете, у меня нет никаких проблем, когда хотят справедливо наказать РМТшера. Ну, может быть, этот РМТшер действительно какими-то нечестными способами получил люценты, ботоводил. Вряд ли он угонял аккаунты, о таком бы сообщили, потому что на Корее такое было и об этом сообщал. Но когда начинают наказывать покупателя, причем не просто наказывать, а загонять его в жесткие минусы и лишать доступа к аукциону, к торговле, ну вот здесь у меня вопросики есть. Как это должно работать? Ну, то есть ты пришел к вот такому человеку, что в принципе можно было бы сделать, вот как я думаю. Погрозить ему по первости, так сказать, пальчиком, сказать, ай-яй-яй, так делать нельзя, ликвидировать все вот эти вот люценты, забрать без всяких минусов. Может быть, он там шмотки какие-то покупал, шмотки тоже, разумеется, изъять. И при этом, может быть, ну, вдруг ты там посчитаешь, что этого недостаточно, дать ему бан на 24 часа. Например, реакция этого игрока: о боже мой, я все осознал и начинаю пользоваться теми способами покупки люцентов, которые предлагает непосредственно разработчик. Ну, или если он не внял, то он идет нахрен в перманентный бан. Теперь вопрос, как вы думаете, вот такой условный, да, игрок, у которого минус 96 210 люцентов, он пойдет возмещать эту упущенную прибыль компании Amazon Games и NCSoft? Что-то мне подсказывает, что если он не идиот, то вряд ли. Элементарная математика подсказывает нам, что он, вероятнее всего, воспользуется услугами все тех же сторонних площадок, купит себе более-менее прокачанного персонажа за гораздо меньшие деньги, ну или, знаете, ливнет из игры, как вам такой, например, а? Легитимность подобного рода минусов на премиум балансах игроков я пока вынужден вынести за скобки. На мой взгляд, это все необходимо разбирать, наверное, с юристами. Должен ли игрок возмещать компании какую-то упущенную прибыль в вакууме от нарисованной валюты, которую, к тому же, ни у кого не украли, или не должен? Вопрос открытый. Я считаю, что не должен, но справедливости ради, как показал быстрый серчинг на эту тему, Amazon и NCSoft далеко не первые, кто к такой практике прибегает. Причем, как мне показалось, в каждом из известных мне случаев разработчики поступали так, то есть вынуждали игрока оплатить минус, нарисованный на его счете, просто потому что могли. Мол, куда ты денешься с подводной лодки, дружок? Причем, когда они так поступали, это может нравиться, может не нравиться, но они действительно могли еще и потому, что это были уже какие-то устоявшиеся проекты со своей конкретной вот нишей на рынке. Можем ли мы что-то подобное сказать относительно Throne and Liberty, которая вот месяц только как появилась в глобале и уже начинает применять не просто к РМТшерам, а еще и к покупателям такие драконовские меры? Нет. И циферки, которые мы наблюдаем вот прямо сейчас на экране, можем наблюдать, свидетельствуют о том, что как бы практика очень не очень может сказаться на популярности проекта. Уже более половины аудитории, в принципе, из этого самого проекта ливнуло. Да, может быть, кого-то там и Amazon забанила, я имею в виду ботов, может быть, просто там и естественный отток игроков, вот как я, допустим, я устал просто от Throne and Liberty, но я уверен, что вот это вот падение, есть там и весьма весомый процент таких вот людей, которые, знаете, получили вот эти вот минусы достаточно жесткие и решили, да нахрен оно мне нужно вообще-то. Поэтому может, конечно, показаться, что я какой-то типа хейтер, но на самом деле я просто за адекватные действия, которые не будут гробить вполне себе годный и перспективный проект, и без того, ежели чего, не страдающий избытком популярности и не успевший хоть сколько-нибудь зарекомендовать себя на глобальном рынке. Так что да, на мой взгляд, меры чрезмерные. К тому же, как я уже говорил, это просто лицемерная хренотня, когда ты говоришь о политике нулевой терпимости к РМТ, ну а в другом твоем проекте это самое РМТ цветет и пахнет. Не более чем красивые слова. Равно как и вся эта забота об обычных работягах, которые якобы страдают от РМТ. Да-да, вот это ставит под угрозу тяжелую работу игроков, соблюдающих правила. Тоже не более чем док-шит, чтобы прикрыть попытку наверстать упущенную прибыль. Иными словами, всем нам хорошо известная человеческая жадность. На всякий случай, это исключительно мой вижен ситуации. Свое мнение, как всегда, пишите в комментариях.
Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Goha.ru. Еще услышимся.